Всем добрый вечер. Итак, друзья мои, перед вами, скажем так, 10-я часть моих книг теней. Книга теней – это, скажем так, книги, в которых записываются личные наблюдения, опыт работ, свои какие-то наработки, древние заклинания, собранные из очень таких, может быть, редких источников, свои ритуалы. Но если у человека есть книги, если он издает, то вот место рождения этих книг в начале самом – это книга теней. Здесь собрана очень малая часть моих книг теней, потому что я ни за какие деньги все их не вытащу, не покажу. Я уже несколько раз показывала, когда показывала атрибуты магии, да. То есть вы уже не раз и не два видели мои книги теней. Но я хочу примерно вам показать. Это самая малость работы, которая ведется. И в этих книгах теней есть очень много такого, что я не опубликовывала. Что лично для меня, для моего пользования, это не только мои авторские, это заговоры моих бабушек, прабабушек. Это заговоры моих наставниц, которые мне встречались за жизнь. И я о них рассказывала, если помните, да, прямой эфир «Мои наставники». Вот так ведется такой титанический труд под названием «Магия». Магия – это работа, дорогие друзья. В этой тетради, и не только, но это уже как бы не первое. Видите, это все темы, которые я потом показывала, то есть, которые я потом выставляю и должна еще выставить. Это все вот название тем. Это уже вторая книга. Там у меня еще... Сейчас найду, где она. Была еще одна. Да. Вот. Еще одна. Причем их много. Они заканчиваются. Я их потом закрываю где-то. Убираю подальше. Беру новые. Видите? Вот это все. Вот эти все темы, может быть, вы уже видели, а половину еще не видели. Скажем так, вот при всем этом богатстве, вот это маленькое книженце, это для меня. Это все, что я провожу иногда время от времени. Я даже записываю, чтобы не забыть, что надо и себя тоже любить иногда. Ну, все показывать не буду. Вот, и я тут себе послание написала, чтобы читать и знать. Вот. Здесь, в общем, не буду показывать, что я для себя провожу, но всего малость я для себя провожу иногда. Потому что защита наша это силы. Особых таких защит нет. Но время от времени нужно обновлять свою энергетику по той причине, чтобы... Поскольку через нашу кровь, через нашу генетику, через нас, мы связаны со своими детьми, да, родителями, чтобы через нас не пришло вреда на их головы. Вот и все, потому что нас часто пытаются извести, изничтожить и все, что угодно делать с нами. Потому что мы многим мешаем. Умные люди никогда еще никому не нравились, да? Сегодня у меня очень активные духи, потому что сегодня сильный день. И, во-первых, полнолуние, потом работа, дела. Вчера их было очень мало, если помните. А сегодня, видите, уже поактивнее, да.
Вот эту книгу теней мне подарила Яна. Это обсидиан. Черный или Марион. Я даже сейчас не помню точно. Они настолько похожи, можно их перепутать. Вот эту красоту. Но я пока ее не использую, потому что рука не поднимается такую красоту портить. Смотрите, какие специально обожженные, такие под старину сделанные листья, листочки. Видите? Вообще красота. Очень смахивает на летопись. Это тоже подарено мне Яной. Я это использую для ритуалов на удачу, богатство, которые, собственно, вам дарю. Вот. Специально, видите, записала. Там дальше еще есть, пока еще только начала его вести. Ну, наверняка этот ритуал уже вам подаренный. Красиво, правда? Вообще невероятная красота. Насколько я помню, эта кожа зеленая была отправлена Маргаритой из Украины, когда она мне отправила в дар очень много интересного. Во-первых, богиню Гею. Да, потом карты были особые. Кожаный вот мешочек Яна, кажется, сделала. И, собственно, вот эту красоту в том числе. Далее хочу вам показать. Такой же был подарен моему сыну, но он использует как личный дневник для своих мыслей. Ну, пускай. Смотрите, как красиво. Мне кажется, что это медведь. Вот не знаю, у меня такое ощущение, что это медвежья все-таки шкура. Это книга Черного ворона. Здесь тоже понаписано. Пан. Кстати, вот жду, пока такой момент представится, чтобы и с ним работу показать. Хотя с ним работа есть у меня, и не один раз. Но в любом случае дракон кожаный. Здесь черные работы в основном. Вот, скажем так, некоторое количество вы уже видели. Жечь бедность, кстати, очень даже подходит. Еще раз повторюсь, для тех, кто не знает, у меня есть много вспомогательных, я бы сказала, каналов. Когда начали мой канал сливать постоянно, то люди создали различные каналы, чтобы не пропали мои работы. Есть каналы, которые созданы специально определенными скотами для того, чтобы гадости всякие выкладывать и путать людей. Есть, но я думаю, что умный человек сразу видит, что это не мой канал. Естественно, по информации, которая там выкладывается, да, только название моя фотография, это не должна ни о чем вам говорить особо. Вот, есть канал «Ведьма» Инга Хусроева, есть канал «Ритуалы для всех» от Инги Хусроевой, есть «Золотая коллекция» Инги Хусроевой, есть гримуар Инги Хусроевой, есть «Дочь ведьминой избы», есть «Дочь фортуны», есть «Дары» от Инги Хусроевой, есть «Хроника ведьминой избы». Одним словом, очень много, поэтому я даже не знаю, сколько тысяч мне сейчас поправят, если... Я не помню. Много тысяч, и на все темы мира. И там было очень много и прямых эфиров и прочее, потому что я решила некоторое время отойти от прямых эфиров и немного отдохнуть, потому что я действительно устала. Я очень много отдавала сил. Мне нужно было немного восстановиться. Я отошла некоторое время от прямых эфиров, но в скором времени опять начну. Немного осталось ждать. Тоже вот такой необычный тип. Как арабская книга, открывается наоборот и пишется «Разбить замки». Есть еще на том канале было. Вот если помните, да, это все я дарила вам. Вот все, что у вас в книгах есть, дорогие люди, это все рождалось вот здесь, в этих книгах теней. Поэтому, когда человек называет себя ведьмой, ведьма, она настолько эрудирована и настолько обладает знаниями, что, знаете, так просто ведьмой-то и не стать на этом свете. Ну, это тоже тут для замечаний.
Вот ритуалы власти и прочее, прочее. Яростный посыл, это вы уже видели. Это тоже книга теней, часть. Итак, сейчас открою. Так, фортуна на желание. Они все есть, все подарены вам. В принципе, ну, те, которые тайные, я не открою, не покажу. Венчание кукол – отличный ритуал, вообще отличный ритуал. Для практиков я создала венчание кукол. Это настолько интересная вещь. Виноградная сестра. Храм Фортуны – уникальная вообще работа, я вам хочу сказать. Сразу же помогает. Так, получить нужную сумму, хитрость древних мастеров и прочее, прочее. Это все у вас есть. Вот эта серия вот этих книг теней, они мне нравятся. В них, в принципе, в основном все ритуалы, которые для всех я дарила. По-моему, это даже заканчивается. Да, это уже закончилось уже. Вот. Это уже, кажется, закончилось. Да, видите? Все. До последнего я расписала. Но у меня почерк, конечно, очень веселый. Я вам скажу, врачи позавидуют. У меня такой почерк всегда. Нет, не всегда. В детстве был отличный почерк. Даже выставляли, помните, тетради выставляли в школах как пример для всех. Как хорошо пишут дети. Вот я была одна из примеров для всех. Я вообще училась хорошо, отлично училась. У меня не было просто выбора, потому что моя мама и бабушка там работали. Но потом моя любимая учительница, которая пришла, я пыталась подражать ее почерку. Представляете? Я хотела подражать ее почерку и стала писать, как она пишет. Я написала, то есть начала писать, как она, одним словом. Подражала ее почерку, у нее был отвратительный почерк, и со временем я поменяла свой почерк на ее. А окончательно мой почерк испортили университеты. Первый, второй, Псковский то есть первый ВГПУ, Волгоградский педуниверситет, историко-экономический факультет. Это педуниверситет имени Серафимовича. Кто Волгоград знает, напротив политехник у нас. Вот два университета. Кстати, Серафимович очень старый университет. Там может быть, вот, скажем, 300 с чем-то лет, да, история Серафимовича, потом переименовали. Сначала это был институт благородных, не девиц, а благородных юношей. Наши вообще преподаватели, они по всему миру их приглашали преподавать. Отличный вообще университет, знания колоссальные и очень жесткий отбор был, очень. Когда я поступила на государственный, то есть за счет государства, я поступила, и там на одно место было 12 человек. Очень был жесткий отбор. Я помню, что меня все-таки приняли. А второй раз Псковский исследовательский я успела поступить, когда еще можно было за счет государства получить образование второе. А потом уже издали указ, вышел указ в 2000 каком году, сейчас не помню, что третье образование ты уже получаешь, уже все. То есть не третье даже, а второе уже образование было платно. Государство оплачивает только одно твое образование, все остальное не платится. И я поступила в юрфак, Волгоградский юридический университет. Поскольку я закончила исторический, меня приняли сразу на третий курс. Вот, я отучилась до 5-го курса, и на 5-м курсе я ушла, потому что мне нужно было приехать в Москву, и у меня стоял выбор, либо я должна была ехать туда и так далее. В конце концов, я махнула рукой, думаю, чё ж я их коллекционирую, нафиг, на самом деле. Столько профессий. Для общего кругозора это нужно, дорогие друзья. Если человек не будет учиться, если человек не будет получать образование и стремиться развиваться дальше, да, мы бы до сих пор трусцой бегали бы за мамонтами. Это все равно нам нужно, как бы оно ни было. Да, я не работаю по профессии, работала много лет, но школа – это болото, университет чуть легче, но такое же болото. И я очень мечтала открыть свой историко-исследовательский университет. У меня были все основания это сделать в Волгограде. Но я вам еще раз говорю, что эти силы, если выбрали тебя в качестве ведьмы, они тебя никуда больше не пустят. Вот, увы.
Но были мечты. Участвовала по всему миру, ездила с археологическими раскопками. Я много раз показывала эти альбомы. Потом я работала, я создала свой театр, любительский театр. Мы одно время очень успешно, то есть демонстрировали и показывали наши пьесы. Но там тоже, знаете, платили абсолютно копейки, не все хотели приходить, нужно было с каждым воевать, ходить, уговаривать. И мне, в конце концов, это надоело. Я думаю, ну, если вы не хотите, что я буду вас просить, умолять. И последний у нас была работа, это Петр и Фаврония. Хотя исторически Петр и Фаврония совершенно не любили друг друга. Она была знахарка, знала язык трав, знала, как вылечить, говорят, ведьма. В общем, она вылечила Петра, князя Петра, крестьянка Фаврония, и поставила перед выбором. Либо он на ней женится, либо будет болеть дальше. И у него не было выхода, он женился. Но настолько ее ненавидел, что в конце жизни приказал, что как только он умрет, чтобы Фавронию убили. Но по легенде Фаврония сама померла, ничего подобного. И он просил не хоронить ее рядом вообще. Вообще рядом не должны были хоронить, поскольку они были монахи, они приняли схиму, и они не должны были вообще рядом находиться. Ну, в общем, мы празднуем праздник любви, согласия и прочее, хотя там любовью не пахло. Ну, оставим в сторону. Ну, вот последняя пьеса была «Петр и Фаврония». Мы там показали это все. Интересно прошло, но после этого я ушла. Ушла, потому что мне надоело просто. Надоело учить людей, стремиться, хотеть чего-то большего. Знаете, большинство людей достойны того, как они живут, потому что они не хотят ничего делать, напрягаться не хотят. У нас была мечта ездить своей труппой театра по всем городам, лежащим, а потом уже дальше. Но не хотели люди, не хотели. А заставить кого-то хотеть жить или хотеть подняться в этой жизни невозможно. Человек сам должен решаться на такой шаг. Ну, в общем, ладно. Грустная история. Так, пойдемте далее. Вот, опять такой же. Вот. Вначале всегда перед тем, как начать работать с книгой теней, я пишу определенные, знаете, даю определенные, скажем, установку. Это новое. Это пока новое. Еще очень много вам будет даров отсюда. Пойдемте далее. Так. Здесь у меня рассказы в основном. Рассказы. Если помните... нет, это не то. Расскажет там. Это вуду на богатство. Отличный ритуал. Африканский ритуал на богатство с африканскими культовыми, вот, скажем, все с статуями. Они старые, старинные статуи, им несколько сотен лет. И в них есть определенная такая сила, энергия большая. Отличный ритуал, но надо проводить. Я вам хочу сказать, что все это в совокупности действительно дает очень большие результаты. Если человек это делает не лениться, вот не лень этому человеку этим заниматься. Так, да, это один из моих любимых колец. Это огромный аметист, подаренный супругами. Я как-то показывала. Красивый, вообще чистый аметист, такой чистейший, сверкающий. Ну ладно. Так. Здесь черные дела, дары смерти. Если помните, был такой алтарь предков, дух рода. Вот представьте, это еще работы, не многолетние труды, скажем так, жертва Молоху. Это нашумевший нашумевший ритуал. Ну, так неплохо бомбануло. Габондия, Северная Фортуна. Вообще отличная вещь, Габондия, Северная Фортуна, потому что знаю, что такие перемены были у людей, что просто, они были шокированы. И сделайте, проведите, тем более, что этот ритуал для всех. Так, значит, следующее.
опять же ритуалы Марион на богатство. Обсидиан для всех я дарила, если помните, спросите у мертвых. Это у нас, это мое демон ярости. Это первая книга еще, первая книга, ритуалы первой книги. Вот, друзья мои, это и означает ведовство, это означает магия и работа. Вот они, понимаете? Ля-ля-ля, лю-лю-лю, мы такие крутые. Это мы уже слыхали. Здесь в основном любовные работы. Это не очень давние. Значит, ветер. Кстати, мы еще ветер я не снимала. Не-не-не-не. Перепутала все, я поняла. Это восточный ритуал на замужество. Так. Вернуть мужа, который я вам дарила, да, недавно. Собственно говоря, вот он. Далее. Здесь в основном должны быть, если мне память не изменяет, здесь различные, здесь армянские есть ритуалы, грузинские ритуалы, которые я выставляла. Значит, да, это все на основе армянских, грузинских традиций. К рогатому богу. Кстати, Айли я еще не выставляла, по-моему. Вот видите, каждый день что-то новое. Здесь еще дальше есть, ну там уже в конце. Ну что с тобой, Пусть? Что на тебя нашло? Иди сюда. Молча сел. Бессовестный пес. Вообще уже обнаглевший. Хватит. Мешаешь ты мне, Пуся. Плохой ты, Пуся. Плохой. Понятно? Плохой. Вот. Заговоры грузинских ведьм есть у меня ролики. Я почему показываю? Потому что уже каждый день слышу, у нас очень много новых людей. Знаете, как ни странно, там, где про меня тявкают, оттуда очень много людей приходят ко мне. Самое смешное, вот феномен просто. Люди одним профилем пишут гадости про тебя, поддерживая кого-либо, да, другим профилем у тебя сидят и задают вопросы. Вот когда дойдет до людей, ну, недалеких, что публика, она будет с тобой до того момента, пока есть выгода. Вот давайте будем честны. Вот есть интерес, интересно у меня на канале, выгодно, красиво, есть что взять, есть чему научиться и так далее, публика у тебя будет. И как бы там, если человек надеется на публику, и мне помнится, Полынь тоже надеялась когда-то на публику, да, и те, которые там на меня тявкали, через некоторое время пришли, у меня остались и начали извиняться, и начали вопросы задавать, спрашивать. Люди изначально, первый шок – это как можно больше облаять тебя. А потом они начинают приходить, видеть и остаются. То есть я не знаю, где там, чего говорят, все время мне какие-то вон там что-то сказали, тут сказали. Я вообще не реагирую на это, но факт в том, что там, тут, еще где-то сказанные люди, да, которые хотят посмотреть, что это за страшная такая женщина, это Хосроева, это что за ужасающий человек, приходят сюда и остаются. И им очень становится интересно. И вот такие люди, новички, они все время меня спрашивают, а вот это как, а вот то как. И мне приходится время от времени снимать, обновлять это все, чтобы люди просто по новой знали, где что искать, одним словом. Давайте вот сразу так сказать. Вот заговоры грузинских ведьм и так далее. А, кстати, забыл сказать, вот это тоже мне Яна сделала. Вот это знак благополучия. Это восточный знак. Этот знак я люблю. Нарисовала над дверями. Пусть не мои двери, но я здесь живу. Пока я здесь живу, это мои двери. Это тоже. Согласитесь, вот мастер уникальный. Действительно, мне везет на людей талантливых. Они вокруг меня собираются. И что-то тут упало. Вот действительно талантливый человек. Вот. Далее. Значит, книга теней Бафомета. Это я приобрела. Так. Ой. Они все друг на друга лежали и всякое там. Вот здесь работы сильные, которые я
Ну, не всем буду показывать, давайте не будем сейчас это смотреть. Не все можно вам видеть, товарищи. Ваша психика может не выдержать и вообще. Так, здесь еще работы должны быть. Да, денежные. Так, 7 денежных кругов, если помните, да, я вам дарила. Значит, я фартовая. Я к чему это все показываю? Это к тому, что каждые 5 минут я слышу, а можно вот на этот случай, а вот на тот случай есть у вас ритуал? А скажите, а какой у вас есть ритуал вот на такой-то случай? Ну вот, собственно, и рассказываю, да, это все, и показываю вам заодно, что где есть. Дверь судьбы, откройся. О, боже мой, я это не видела. Вот сволочь, куда он полез, ты смотри. Это не любовное признание написано, еще гора Арарат нарисована. Я его прикончу. Я не видела это. Представляете, на. Ладно. Очень приятно, неожиданно. Ну, почему он здесь написал именно? Эту книгу я меньше всего открываю, честно говоря. Я помню, я как-то попросила его написать мне любовное призвание. Ой, признание, фу ты. Попросила написать мне письмо. Там долгое письмо и так далее. Ну, в общем, такое. Выразить все свои мысли. Я ушла и занималась делами. В общем, он написал, сказал, когда я улечу, только тогда откроешь, прочитаешь. И после того, как я проводила, значит, я тут все убираю, с Пусей пошла погуляла, я готовлюсь, я хочу все дела сделать, чтобы сесть спокойно, прочитать любовное послание. Открываю, там написано: «Как хочешь, думай, но я тебя люблю». Ой, а я полдня убиралась, стиралась, гладила, чтобы потом сесть и в тишине покоя наслаждаться. Еще и кофе сварила. О, да уж, мужчины 21 века. Ну вот видите, даже это нашла. Вы свидетели. Зачем здесь написал, я не могу понять. Может, потому что здесь пара нарисована. Наверное, человек подумал, что я чаще всего заглядываю сюда. Ой, знал бы он меня, что я к любви отношусь как-то хладнокровно. Скажем честно. Так, «Ведьмина дюжина», пожалуйста, это для практиков. Это тоже один из моих любимых книг теней. Это мне из Англии отправили. Вот, собственно говоря. Но это Венеция, насколько я понимаю, да. Значит, товарищи, древние секреты ведьм вам в помощь. Это все я вот собирала. Это ткани. Присниться любимому. Представляете? Вот. Я вот смотрю иногда, мне тюркские элементы в русской магии. Откройте, посмотрите. Весьма интересно, между прочим. Все слова выбрала, которые там есть, и объяснила, почему, когда, что. Это, по-моему, уже закончилось, я так понимаю. Да, уже почти закончилось. Еще одна книга теней. Вот это моя любимая книга теней. Я ее уже от тютельки до тютельки дописала. И самое интересное, что она очень удобная в пользовании. Вот такой тип я очень люблю. Видите? Он удобный очень. Здесь все работы денежные. Вот, Сайда Мазерон. Спугнуть бедность. Отличные вещи, дорогой народ. Пользуйтесь на здоровье, делайте это. Вы даже не представляете, как ваша жизнь начнет меняться. Поменяется так до неузнаваемости. Пожалуйста. Да, оно закончилось уже, Яна, все. Это тоже мне отправил Яна. Вот чуть-чуть осталось на пару ритуальчиков. Но это моя любимая книга, потому что здесь все собрано. Это «Фортуна». Я думаю, все узнали. Все воедино собрано. И если я куда-то, например, еду на несколько дней, из всех книг теней я беру ее. Вот она мне нравится. Она мне как путеводитель. Я там записала, собрала все, что мне нужно, первой необходимости работы, ну и заодно и работы касаемо как бы ритуала для всех. Очень красиво. Это все кожа натуральная. Это все ее работа, друзья мои. Вот. Ой. Я думаю, что когда-нибудь
они очень многое узнают, и очень много людей будут просить ее об эксклюзивных вещах. Вообще сейчас еще уже просят, то есть, а тогда тем более. Вот уж чуть-чуть времени осталось, давайте дальше добьемся эту ситуацию. Здесь я оторвала случайно, в общем, капнула, по-моему, воск или что, он сгорел. И вот я исправила ситуацию, вот, подрисовала глаз, то есть пол лица, чтобы выглядело красиво. Так, видите, на внезапную удачу, защита, баранье упорство. Это все еще в первых книгах. Сундук зеркальный. Вот, дорогие друзья, это все книги. Я, наверное, здесь не поместится уже, то есть недостаточно будет памяти, о книгах я в другом ролике расскажу. Но я хочу вам сказать, что... А, нет, это только начала, пан Пастух. Да что ж такое? Пан у меня еще где-то был, да. Хочу вам сказать, что без книг теней, без такого титанического труда, видите, как они летают вот оттуда сюда, без стольких работ и прочее, невозможно овладеть магией. Магия любит работу, титанический труд. Поэтому люди, которые действительно в магии, они никогда не позволят себе какие-то акции, какие-то там розыгрыши, какие-то, знаете, вот легкомысленное какое-то отношение к силам магии, потому что они знают, чего это им стоит. И именно поэтому они ценят свой труд, потому что знают, что они очень много вложили туда. Это мне книга единорога. Вот, привязать удачу. Это тоже очень хорошая вещь. И это можно хранить, эту красную нить, кстати говоря, в кошельке. И сколько денег вы будете тратить, столько будет обратно идти. То есть эта нить будет тянуть обратно. Так, вот эту книгу еще я искала долго. Нет, ну эту книгу я вам так слегка покажу. Но немного. Потому что эта книга, все-таки это книга ритуалов моей бабушки. Вот на армянском языке написано. А это моя любимая семейка. Это семья, из которых я постоянно тяну денежки. Потому что у них и так миллиарды, так что они не обеднеют. Ничего страшного с ними не случится. С них не убудет, а мне прибудет. Ну, такой... Легенькие крадники, ничего страшного. Можно нам, если мы сильно хотим. Так, дорогие друзья, я думаю, что так вскользь вам объяснила про книгу теней, что это такое, где